Ну что, будем начинать. Итак, я вас приветствую на очередном уже прямом эфире, и это начинает становиться традицией. В принципе, это радует, потому что есть вопросы, есть запросы, ваши вопросы на страницах Facebook и Instagram, также вопросы в личной переписке, и я вижу, что это дает плоды, то есть видео начинает пользоваться спросом, есть на это запрос, поэтому начинаем периодически выходить в эфире. Суббота более или менее такой день, который мы можем посвятить и уделить немножко внимания себе, поэтому выходим в эфир с вашими вопросами. Сегодня такой большой-большой запрос на подошву, на именно соединение подошвы с войлоком. И это касается и новичков, и тех мастеров, которые имеют уже опыт, но тем не менее новый проект, новая возможность соединить войлок с подошвой, и мы опять становимся в ступор. Получится, не получится, есть контакт или нет контакта. И даже уже имея опыт и по э, домашним тапочкам, более такого, ну, будем говорить, простого характера пришивки подошвы, прошивки, все равно ты как-то немного пасуешь перед этим проектом. Конечно, хочется, чтобы все получилось идеально. Поэтому сегодня мы будем разбирать эти вопросы. Кто-то, может быть, найдет что-то новое, кто-то поднимет в памяти свои воспоминания и знания и освежит их. Но я надеюсь, в любом случае этот эфир будет полезен. Так, я вижу, работает чат. Ага, Аллочка Ступка, спасибо большое. Ой, Дружковка, родные места, мороз по коже. Спасибо большое, что присоединились. Так, значит, вижу, чат работает. Это уже хорошо. Значит, что мы будем разбирать сегодня на нашем эфире? Название очень интересное. Брачный союз войлока и подошвы. Как поженить этих двоих. У каждого свой характер, у войлока свой характер, у подошвы свой характер. И вот мы их попытаемся соединить в целое воедино. Но сначала мы посмотрим, какие все-таки существуют вообще способы, методы. И в том ключе, какие конкретно подходят для нашего дела, для рукотворного, войлочного, чтобы мы могли понимать и вообще, что мы можем взять из классических методов. То есть мы все эти вопросы как-то узнаем, черпаем, ищем информацию с сапожного дела, там, где это все уже много лет, веков изучено, поэтому посмотрим, оценим и что-то возьмем себе в копилочку. Следующим шагом нам нужно будет посмотреть, что же за материалы мы можем использовать для подошвы, потому что все-таки все эти вещи в основном химические, и химики очень интересный народ, который идет очень-очень быстро вперед. Мы за ними не успеваем, но тем не менее сейчас ассортимент огромнейший, поэтому мы разберемся, кто есть кто и какие нюансы нам нужно знать, чтобы выбрать тот или иной материал. Будет несколько видео, где мы можем посмотреть и конкретно, что мы найдем в магазинах и что мы применяем для себя. И, следовательно, если мы берем какой-то материал, нам еще вспомогательные какие-то инструменты, какие-то подручные средства пригодятся, мы тоже их рассмотрим. То есть, что мы будем брать из инструментария, с оснащения, какого качества, какого вида, чтобы это все нам пригодилось и не тратить лишних денег, потому что тоже хочу вот это, запасы растут, то, что лежит, но есть минимум, который, в принципе,
подойдет для того, чтобы качественно все это сделать. И очень интересный такой большой обширный пласт – это уже конкретно разбор полетов, те ошибки, тот опыт, который есть у вас, у меня, и мы разберем те ошибки, которые чаще всего встречаются в том или ином моменте в этой прошивке. Ну, вот такой вроде бы заявленный минимум. Думаю, что мы за час уложимся. Чат у нас работает, значит, если есть вопросы, пишем в чат, мы их разберем. Если необходимо будет сделать отдельно пост на странице Фейсбука или Инстаграма, я выставлю, либо придется создавать новый вебинар, и тогда уже конкретно будем разбираться дальше. Итак, погнали. Какие же вообще существуют методы крепления этой подошвы к нашему войлоку? И здесь я бы сделала такое вступительное слово, что мы сначала должны рассмотреть войлок, материал, который обладает своими определенными свойствами. Да, мы знаем, что он там экологичный, пум-пум-пум-пум, но это сейчас не о том. Это о тех свойствах, которые войлок обладает для принятия подошвы. Также мы должны рассматривать подошву как отдельную часть со своими точно так же свойствами. И здесь мы должны уже понимать и осознавать, какие нам нужно свойства взять, либо найти тот материал, чтобы совместить войлок и подошву, и все эти вот свойства материала совпали в общем в войлочной обуви, чтобы эти все свойства удовлетворяли наши требования. То есть войлок мы понимаем, что это пористый материал, значит, следовательно, пористый материал может впитывать что-то, значит, он может клей впитать, соответственно, уже клеевой способ уже так я могу использовать, чтобы соединить. Пористый материал, значит, я могу его как-то проткнуть каким-то инструментом и провести шов. Значит, это уже для меня хорошо. И вот в таком ключе мы можем понимать, какие же требования я вообще должна предъявлять к валеной обуви. Точно так и подошва. Вот мы что хотим, чтобы она была износостойкая, также она была легкая. То, что нам давал комфорт и закрывали наши какие-то потребности. И, соответственно, когда мы соединяем войлочную заготовку с подошвой, чтобы, в принципе, вот эта уже связка нам не стояла колом, то есть мы хотим, чтобы войлок с подошвой у нас гнулся, чтобы нам было удобно, комфортно в нем ходить. И вот в таком ключе мы начинаем дальше разбирать. Следовательно, я еще хочу, чтобы подошва у меня была, имела определенные свойства по теплопроводности, чтобы мне в этой подошве было тепло, удобно. Также я хочу, чтобы она была не водопромокаемая, чтобы я могла, допустим, выйти даже в тапочках на террасу, и она не так сильно истиралась. И поэтому, когда мы вот эти вот все сформируем наши требования, то мы будем понимать, что существует огромный ряд способов. Вы их видите: клеевой, прошивной, рамочный, комбинированный, вулканизация, прямое литье, гвоздевой. Некоторые способы могут переплетаться между собой, это в основном в комбинированный уходит, но не все они подходят именно для нас. То есть вулканизация, да, она существует, то есть можно под каким-то давлением определенный материал нанести на войлок, и подошва будет, в принципе, готовая.
к использованию, но понимая, что у нас ручной труд, нам для этой вулканизации нужны какие-то агрегаты, какие-то инструменты, может быть, даже аппараты, ясно, что он нам не подойдет. Прямое литье – это когда вот на войлочную заготовку мы, допустим, налили определенный химический состав, ну, пасту, какую-то массу, она застыла, все классно, хорошая подошва, но тем не менее мы не можем себе позволить в домашних условиях, понимая, что это тоже какие-то должны быть аппараты, какое-то даже химическое производство, чтобы это все делать, все отпадает, значит, мы его здесь не рассматриваем. И также гвоздевое, штифтовое, то есть если мы собрались крепить каблуки к войлочной обуви, ясно, что гвоздями здесь мы их не соединим. Поэтому это отпадает. А вот этих 4, в принципе, мы можем рассмотреть. Клеевой, то есть войлок, есть подошва, промежуточный слой клей между ними, соединили. Ура, подходит. Дальше, прошивной, когда мы, в принципе, войлок и подошву соединяем прошивкой, не используя больше ничего другого. Рамочный способ. Здесь бы я сказала, что это рантовый способ крепления, когда между войлочной заготовкой, подошвой существует еще некая рамка. Ну, допустим, у нас будем говорить, что это рант. Сшивается, скрепляется рант с с войлоком, отдельно скрепляется рант с подошвой, и всю нагрузку на себя принимает рант. То есть, когда вы ходите, вся нагрузка идет на эту рамку, и вот крепость соединения войлока с рамкой и рамки с подошвой в основном занимаются всеми вот этими функциями. То есть, да, очень хорошо использовать войлоки, намного прочнее, интересно, особенно если те, кто занимается, ну вот знаете, войлоком, когда я люблю процесс, то, что уже закончилось, все это хорошо, но тем не менее мне интересен сам процесс, поэтому я занимаюсь войлоком. Есть такие люди, ну, наверное, я в том числе. То есть, да, окей, все хорошо. И комбинированный способ, когда мы, в принципе, комбинированным способом зачастую устанавливаем подошву у себя дома на войлочную заготовку. Используем клей, дальше прошиваем, и вот наш комбинированный способ получается. И вот здесь, который, как бы, какой лучше, какой хуже, здесь, конечно, нужно взвесить. Вот потребности, что мы хотим от подошвы в конечном итоге, и ресурсы. Да, классно, рантовый способ, но тем не менее это дополнительные деньги на покупку ранта, какие-то навыки должны быть, то есть это затрата временных каких-то вещей, когда ты должен научиться. Ну и, соответственно, самый главный ресурс – это время, о котором, ну, нужно заботиться. Ты понимаешь, что я лучше, проще приклею, пришью, но тем не менее будет все замечательно. То есть взвешиваем потребности и ресурсы и начинаем применять тот или иной способ. Так, идем дальше. Что же у нас в принципе есть, когда мы понимаем, что нам нужно, когда мы понимаем, что мы выбираем тот или иной способ, и в принципе уже стоит вопрос, какие же материалы мне конкретно нужны. Я подготовила для вас видео, и в этом видео мы рассмотрим, какие вообще существуют материалы. Оно немножечко такое противное в том плане, что есть такие научные термины, которые, в принципе, не интересны, но понимать их нужно, чтобы когда ты пришел в магазин, и тебе предлагает продавец то или иное, то ты понимаешь, что это в разрезе мое, не мое,
нужно, не нужно и какие там особенности. Тут вот я хочу немножко отступить и поблагодарить Наташу Лунату, которая мне после прошлого эфира сделала замечание о использовании Масяни. Да, я понимала, что это, в принципе, авторский Масяня имеет авторское право, есть у нее автор, который создал этого героя, Олег Куваев, и на Масяню наложено это авторское право, использование этого героя у себя, ну, попадает под раздел мошенничества по авторскому праву. И я списалась с Олегом Куваевым, получила от него письменное разрешение, что я могу использовать. Поэтому огромная благодарность ему. И здесь я еще хочу рассказать маленькую историю, касающуюся нашей девочки-валяльщицы, которая у себя на тапочках, которые продавались на Etsy, сделала сухой рисунок мумитроля, и Etsy ее забанила магазин в связи с нарушением авторских прав. Поэтому мне была наука. Спасибо, Наташа. Точно так, как и вам, пусть будет наука, что если вы где-то используете авторское право, перешагиваете эту черту, поэтому свяжитесь с автором и получите разрешение и упоминайте его. Поэтому Олегу Куваеву огромное спасибо. Итак, мы тогда смотрим видео, какие материалы существуют для нашей темы и какие материалы мы можем приобрести. Создав свой валяльный шедевр или только задумав его создание, возникает вопрос, чем будем подшивать? И сразу подсознание выдает кожей. Все дома есть, и никуда идти не нужно. Легка в работе, и режется, и особо чудо-машин агрегатов не нужно. А вот начинаешь носить, и начинаются претензии. В воду не вступать, таки промокают. Носи ходи, но не сильно, бо сотрется. И вот все эти критерии выбора разделяются на удобство в работе и удобство в эксплуатации. Все это будет зависеть от основных свойств материала. Америки не открою. Все материалы разделяются на натуральные и искусственные. К натуральным отнесутся кожа и дерево. Если с кожей все понятно, кожа она и в Африке кожа, и с деревом трудностей не возникает, что массив древесины может служить самой подошвой. Производные дерева, как кора, пробка, лыка, сок, смола каучука. Вот, кстати, о каучуке мы еще вспомним не раз. Каучук может быть натуральным и синтетическим, и каким бы он ни был, он всегда входит в состав резины. А уж резина как яркий представитель самих полимеров. Ну, уже если, конечно, рассматривать резину, это вулканизированный, нагретый под давлением каучук с добавками, придающими те или иные свойства. Вот те свойства, о которых рассуждала Масяня с претензиями. В резиновую смесь могут входить разного плана добавки. Вулканизирующие вещества, ускорители, активаторы, наполнители, пластификаторы, порошкообразователи, пигменты, и красители, и старители, и много-много всякого другого. То есть, по сути дела, играя с вот этими добавками, можно регулировать те или иные свойства. Резина еще может различаться по структуре. Она может быть монолитной, пористой и кожеподобной. Пористую и кожеподобную применяют как материал для подошв, а вот монолитную не используют. При ее положительных свойствах, таких как высокая износостойкость и хорошая способность на многократное сжатие и растяжение, негативно значительно превышают. Она достаточно тяжела, и у нее высокая теплопроводность. Вот ноги в обуви на такой подошве в усмерть примерзнуты к асфальту. Меняя рецепты с составом, определилась цепочка материалов, который один переходит в другой. Вот получается, была обычная резина, она превращается в пористую, пористая дальше превращается в транспарентную, это как промежуточная стадия от резины к эластомерам.
потом эластомеры и дальше в смолы. Вот мы остановимся на самых распространенных материалах этой цепочки, вот те, которые у всех на устах. Микропора, микропористая резина, кожвалон, эва, ТЭП, полиуретан. Само слово микропористая резина подсказывает о том, что в структуре преобладают микроскопические поры, такие вот пузырьки. То есть получается своего рода губка. Поры и регламентируют вес. Возможно, вы где-то встретите этот показатель. Вот для нас он удобен от 0,38 до 0,45 грамм на сантиметр кубический. К достоинствам этого материала можно отнести легкость, низкую теплопроводность, оно здесь понятно, ведь все-таки есть пузырьки воздуха, и они играют такую роль утеплителя. И не последний показатель – бюджетность. Негативные стороны, то лишняя мягкость приводит к тому, что этот материал не высокоустойчив к стиранию, присутствует старение, выкрашивается сам материал по прошествии времени и сам уже потом становится жесткий и неравномерно вспучивается. Используется микропора в основном в весенне-летней обуви, детской, домашней, там, где этих факторов можно избежать. Кожеподобная резина. Не радуйтесь, кожа она не имеет прямого отношения, и дело тут в структуре добавок. Добавки – волокнистый наполнитель. Вот кто вспомнит название кожвалон тунит, тот поймет, что за зверь и о чем речь идет. Возможно, кому-то необходимо вспомнить мужские весенние туфли. Вот вспомнили, да? Вот это их подошва. Кожевалон прочнее микропористой резины и имеет довольно хорошее свойство. ТЭП – термоэластопласт. И понимаем, что состав каучуковых смол увеличивается, растет насыщение каучуком и, следовательно, растут и положительные свойства. Понятно, что ж, химики зря стараются, что ли. Так вот, здесь целая линейка, целая такая группа прекрасных обувных материалов для низа обуви. Это ТЭП, ПВХ, поливинилхлорид, эва, вот часто на слуху, этилен, винил, ацетат. И все эти материалы с прекраснейшими свойствами: гибкостью, морозоустойчивостью, долговечностью, амортизация. Вот все прекрасные свойства, только плюс-минус к одним материалам нужно найти подход. Где-то в клее нужен специальный, где-то в каких-то обработках. Но это все материалы для низа обуви. Разобрались, что к чему, и идем в магазин. Сами выбираем на свое усмотрение, свои цели, те материалы, которые мы разобрали. Я сейчас покажу, что конкретно мы встретим в рулонах, что в квадратных метрах или штучных единицах, что в готовых подошвах. Готовые подошвы могут быть со всех вышеперечисленных материалов. Мы сходили с Масяней в магазин, и что мы там приобрели? Микропора 3 мм, это более такой удобный вариант для тапочек. Есть пятерочка, толщина 5. Бывает в разных цветовых решениях. Ясно, что это жестче, но еще на жесткость влияет цвет. Вот нейтральный бежевый такой вот, он более пластичней, при тех же всех физических характеристиках толщины. Еще вы можете украинских производителей встретить вот такого вида. Бывает 5 мм и пошел по нарастающих 8, 10, 12. При выборе обратите внимание, что темные цвета могут давать такие проблемные вещи, как вот такую крошку. Вы ее даже на ощупь можете чувствовать. Вот это один и тот же материал, но я вот в руках ощущаю, насколько он не особо качественный. И вот такие черные полосы могут быть при эксплуатации. То есть вот это брак, и его желательно не использовать. Мы можем еще увидеть шпальтованную, и она нам частенько может пригодиться в работе. Это вот та же самая
микрополистая резина, только гладкая с двух сторон. 2,5. Здесь вот 4, но тут уже добавлена крошка с пробки. И по весу, ну, значительно легче, нежели вот пользуемся здесь. При этом, что 2,5 и 4 есть разница. Данный материал приобретала в Вильнюсе, очень довольна. Следующий материал — это кожвалон. Да, прелести вот подобие кожи, но такой вот более толстой, при этом разного качества. Здесь будет и цена, и параметры. Может идти в листах, может идти в полосе. Это на обувь домашнюю я бы не ставила, уж совсем жестковато. Эва может писаться так, может так. Этилен, винил, ацетат. 3 составляющие. Вот производитель в каких, куда, что добавит составляющие, какую создаст пропорцию. При этом может составлять отдельно этилен, отдельно винил, отдельно ацетат. Этилен с винилом еще одна композиция. Винил с ацетатом другая композиция. Этилен с ацетатом тоже другая композиция. Поэтому материал очень уникальный, имеет такие достаточно огромное количество вариантов, учитывая, что это косяк, то есть полоса, которая идет шириной 30 сантиметров, имеет в начале 5 и в конце, в торце 10, 12, без разницы, так как вы захотите поставить на пару. Вы ставите, вырезая вот так, и у вас получается уже готовая подошва с перепадом носка и пят. Есть как в микропорах, косяки называются, так и в Эве. И вы увидите целое море изобилия профилактики. Профилактика — это вот тот ТЭП, термоэластопласт, с добавками всякими всевозможными. Разные бывают по толщине, по своим свойствам, но и по качеству. При выборе здесь смотрите, чтобы она была не такая тяжелая, прям совсем похожая на такую монолитную резину. Выбирайте хороший протектор и обращайте на обратную сторону. Вот здесь вот должна быть такая шершавность. Она вам поможет потом в процессе работы. Производители иногда на листах ставят метку толщины. Существует новый вид материала. Называется он моноселект. Серия, линейка таких вот профилактик, очень с хорошим протектором. Загадочность лежит на обратной стороне материала. Этот материал поставлен уже на нетканную такую основу, которая дает вам прекрасную возможность улучшить сцепление с микрополистой резиной. Еще вы можете встретить и задаться вопросом: пробка, изумительно, эко, все замечательно. И взять ее, поставить и получить разочарование. Она предназначена для других целей. Это выравнивание по затяжному методу. И здесь у нас, когда идет установка подошвы вот такого плана, вы получите вот такие вещи. Поэтому в зависимости от производителя вы получите плюс-минус более такую мягкую, пластичную, но работать вы с ней не сможете. Отдельным блоком материалов для подошвы обуви может служить готовая подошва. Сегмент очень большой по материалам, по формам, по видам. Из материалов может быть ТЭП, термопласт, может быть терморезина, может быть абсолютная кожа. Вариантов комбинации в том плане, что сочетание одного и второго, свойства одного и второго материала где-то усиливают, где-то уменьшают в зависимости от эксплуатации. Надо нам жесткость на подошве, добавили одного, но сверху налили другого. И в этом плане вот здесь вот может звучать материал
С чего это сделано? Все прекрасные свойства. Не забудем приобрести клей. Клея бывают на основе растворителя и воды. На водной основе это в основном эко, они на основе латекса. Дороже линейка будет, нежели наших клеев. И хочу сделать отступление, не выдумывайте ни о каких казеиновых клеях. Где-то кто-то что-то варит, давайте думать и заглянем в инструкцию, для чего этот клей используется и о чем вообще речь. То есть при приобретении клея нам производитель дает инструкцию, где, что, чего, что это приклеивается, и именно процесс склеивания-приклеивания под активацию горячим либо холодным прижимом. Здесь все написано. Отступление сделали, и наши любимые клея на основе растворителей это будут перхлорвиниловые на основе хлоропренового каучука, это наши наириты, и на основе полиуретана, вот они такие прозрачно-белые, это наш десмокол. Вот купили клей, читаем клей «Момент». «Момент» это линейка, бренд, который выпускает клея. И смотрим, «Момент» может быть у нас столярный, может быть ПВА для бумаги и может быть полиуретановый, то есть десмокол. Вот тот, который десмокол и вполне пригоден для наших обувных целей. Нитки вощеные, плоский шнур, круглый шнур. Здесь вы можете выбирать чисто для своего удобства. Я использую плоский 0,8 и в основном со всем этим справляется. Как для домашней, так и для уличной. И еще крючки. Крючки тоже могут быть разные, и вся прелесть крючка состоит в том, что его головка. Вот чем меньше, тоньше, тем она проворнее ныряет, достает, помогает, и здесь вы уже подбираете под свой. У меня сия, своеобразная заточка лопаточкой. Так, ну это как начало. Материалы и инструменты мы еще немножко разберем. И есть вот запрос, который я хочу зачитать, и мы должны немножко поподробнее разобраться, потому что этот вопрос реально многих касается и нуждается в разборке. Инна, добрый день. Если будет возможность, расскажите, пожалуйста, про листовую Эву. Эва, какая лучше всего плотность и толщина для домашней обуви? Спасибо. Значит, по видео было сказано, что такое Эва. Это 3 таких компонента, которые соединяются вместе. Этил, винил, ацетат. Химик наложил в этил чуть больше одного, получился один материал. Химики доложили что-то во вторую часть, винил, получился второй материал. И плюс еще между собой они тоже соединяются. То есть этил с ацетатом соединились по одному, совсем другое. Это я говорю к чему? Что каждый производитель мешает в этой смеси, чтобы получить Эва, свои компоненты. И вы вот, может, даже партию берете одну от одного и того же производителя. От этого же производителя вторая партия будет отличаться совсем другое. Как же ж нам выбрать, что нам нужно? Маломальски придерживаться одного и того же производителя и покупать у него. Вы тогда будете понимать плюс-минус те характеристики. Я долго разбиралась, на какой же параметр нужно смотреть и придерживаться, чтобы я имела плотность, потому что плотность играет большую роль. Эва – это те же самые подошвы, как есть, допустим, вот этих одноразовых тапочках в гостиницах. Походил один день, и из этой вот 3 миллиметра на следующий день получаем обычный лист бумаги. То есть настолько он, этот материал,
губчатый, то есть вот эти стенки в пузырьках самого материала очень быстро спрессовываются и назад не возвращаются. То есть если в резине ты нажал и вернулся в обратную сторону, то здесь спрессовалась, эта стеночка между пузыречками поломалась, и все, назад она не вернулась. И вот неплохо для себя можно держать пару цифр, которые вам помогут. Некоторые производители указывают такой показатель, как на истирание. Он называется показатель по шору. Это такая, как вот жесткость, или она не плотность, плотность это другое. Тот показатель, который будет показывать жесткость вот этого материала. И если сравнивать, вот запомните для себя, что значит, жесткость резины автомобильного ската 70, 75, 80, то есть там играет, то нам для тапочек где-то надо около 40. 45, 38, вот в этом районе. Жесткость по шору для коврика, детского коврика, вот, допустим, для покрытия детской площадки, детского уголка в квартире, типа вот как для йоги, они тоже там разные есть, то это где-то 30-32. Поэтому мы определяем, что если мы ищем в интернете материал Эва, смотрим, что там стоит показатель 40 шор. О, окей, значит, мне оно подходит. 42, 45, вот плюс-минус вот в этой градации, то, в принципе, идет. И то это вот только недавно стали производители хоть как-то маркировать, хоть как-то указывать. Если смотрите плотность, то каждая, ну вот эти два показателя по шору и плотность, они плюс-минус тоже как-то стыкуются, то вы ищете, что нам подходит 0,1 до 0,15, вот где-то вот в этом районе. Посмотрите, может быть, где-то в интернете вы найдете материал Эва, плотность обувная, вот в таком плане. Но если вы видите где-то 40-45 шор, это оно, и плотность 0,1 грамм на сантиметр кубический, либо 0,15 грамм на сантиметр кубический. И тут еще запоминаем, что, значит, этот материал немножко спрессуется и по толщине, то есть меньше тройки, ну, даже нету смысла рассматривать, ну, то есть толщина 3 миллиметра. От пятерки, да, он будет легкий, его можете прошить. Значит, то, что касается по прошивке и приклейке. Эва вообще сам по себе капризный материал в том плане, что он плохо дружит с войлоком за счет клеевого соединения. Вам нужен клей, где будет конкретно в инструкции написано, что да, окей для склеивания Эва. При этом существуют специальные клея, вот конкретно вот этот клей идет для Эвы. Он будет, скорее всего, из серии нейритовых, но там будут добавки, которые включают возможность приклейки. Раньше, допустим, лет, наверное, 6-7 назад советовали иметь отдельную протраву, то есть ты отдельно обрабатываешь материал Эву и только потом через определенный момент приклеиваешь, и тогда оно еще хоть как-то. Оставлять только на клеевом соединении я бы не рекомендовала. Желательно его и прошивать. Вот. Он неплохо к себе, кстати, если вы используете десятку, 1 сантиметр толщиной, держит в себе потайной шов. Когда по подошве чуть-чуть вы делаете надсечку, прошиваете в самой толщине этой надсечки,
и он у вас своего рода как бы закрывается, эта полость, и тогда нету прямого касания асфальта, ну, поверхности и ниток. Но прошивку я бы вам рекомендовала. И читаем конкретно, нужно ли обезжиривать или не нужно. Шершавить нужно материал, готовый этот лист Эвы. Если даже и не нужно, все равно прошершавьте. Это вам поможет улучшить сцепление обычной наждачкой. Обеспылить, то есть он тоже капризный по этому поводу. Протрите, вплоть даже жидкостью для снятия лака, этот хорошо тоже может обезжирить. Нет у вас, если есть какой-то растворитель, это тоже хорошо. По клею, специальный клей, обязательно будет прогрев, то есть вы держите там 10 минут, 15 минут, если нужно дважды клеем обработать, это тоже обрабатываете. То есть очень важно соблюдать инструкцию. Ну, Эва капризулька у нас. Но зато она удобная, комфортная, легкая, много цветов ярких. Вот вы видели видео косяки, то есть это уже существует. Когда-то брала в Днепропетровске косяк, он так и называется. Это 30 сантиметров полоса такая. Вначале она 5 миллиметров, а другая сторона 10. То есть вы становите заготовку, и у вас уже готовая подошвочка вместе с каблучком. Приподнимается пяточная часть, и вы имеете готовую подошву уже с анатомическими вот этими плюшками. Поэтому не пугаемся, берем в работу, но немножечко нужно подловчиться. Ничего страшного нет, база знаний есть. Пробуйте, экспериментируйте, все будет хорошо. Так, ну что, теперь идем дальше и анализируем наши те материалы, которые нам нужно будет иметь в нашем арсенале, но уже из таких 3 позиций. То есть, что у нас вообще представляет данная позиция, это голубая метка, плюс зелененький, что супер, good, и восклицательный знак, на что конкретно обратить внимание. Вот здесь тоже на подошвах Эва. То есть клей подбираем, применяем согласно инструкции. Кстати, был хороший вопрос задан от Барбары, англоязычная наша коллега. Она спросила за клей, можно ли все клеить одним и тем же клеем. То есть и подошву, и кожу, и там еще что-то, есть ли универсальный. Хотела бы сказать, что да, если вы новичок, у вас небольшой опыт, и впоследствии вы сами определитесь, нужно ли вам держать 2 наших обувных клея, это дисмокол, полиуретановый клей, и хлоропреновый нейрит, то есть это 2 абсолютно разные, как у нас говорят в Одессе, то если вы новичок, остановитесь на хлоропреновых каучуках, на нейрите. Он будет такой желтоватенький, больше может быть медовый окрас, либо более такой в коричневый желтый уходит. Его по виду можно определить, что это нейрит. Вот для его оставьте для себя как для приобретения опыта. В чем плюшки его? Во-первых, он может работать со склеиванием поверхности и на холодном, и на горячем. То есть как холодная склейка, то есть намазали, приклеили, прижали и все окей. Также он может работать и с активацией. То есть намазали, подождали, когда улетучились все вот эти растворители, прогрели легко феном, то есть не до грильяжа, не для вот этих вот зажаренных пузырьков, а чтобы прогрелся. Активировалась пленочка, вы это увидите, когда она блестеть начнет под теплом. И тогда склеиваем, прижали, и все, замечательно. Поэтому, отвечая Барбаре, то я бы рекомендовала использовать у себя нейрит. Если, как бы, возвращаясь немножко назад, я сейчас, нет, раньше я использовала и нейрит, и дисмокол.
Дисмокол удобен в работе, то есть он практически не заветривается. То есть если ты в баночку налил, особенно в баночку с носиком, можно легко подлезть те места, которые нужно подклеить. Но в чем неудобство дисмокола для нас, как для обувщиков? Он дает жесткую пленку склейки. То есть, когда вы приклеили, даже если вы работаете с кожей, вам какой-то элементик нужно приклеить, то он такой потом корявенький становится впоследствии. Если на эрит у нас мягкая пленка, мы даже не видим, что мы там клей использовали, то вот здесь, конечно, дисмокол есть такой. Дисмокол я использовала, когда работала с подошвами. То есть ТЭП полиуретан подошвы, ясно, что он лучше с полиуретановым клеем соединится. Но потом, в силу вот сегодняшних обстоятельств, когда тут как бы не до жиру, вот, и я полностью перешла на нейритовый клей, то есть и по коже работаешь, и по ткани, если надо подошву приклеить, то есть нейрит это все хорошо. И вот как обратить внимание на работе с клеем, это когда вы работаете на эвовском материале. То есть, чтобы конкретно указывалось либо все перечисление, либо этот конкретный клей только для Эва. Ну и растворители какие-то вам нужно будет иметь в арсенале, кисточку помыть, что-то оно там засохлось, заветрилось, тоже капельку туда, и можно будет развести. Так, обувной крючок. В видео затрагивалась эта тема. Да, от 1,2 до 1,4 я, в принципе, не рекомендую больше. В том плане толщины 1,8 и 2 на подошве остается такое здоровое дупло. То есть, когда мы работаем с этим крючком более толстым, некрасиво абсолютно смотрится наш шов. То есть это вырванные такие куски с такими большими отверстиями для шва, и поэтому не особо. Очень внимательно по головке. Эта головка должна, ну, на видео видно, пройти, иметь такую вот заточку типа лопаточки. И когда головка входит в материал, она ее как бы разрезает, раздвигает. Вы нитку зацепили, вернулись назад, и у вас тогда шов выглядит изумительно. При обувном крючке, конечно, первые, ну это в основном штамповки, нужно будет произвести полировку паста Гоя, ниточку намазали пастой Гоей, вот так вот между двух пальцев намотали и со всех сторон отполировали внутреннюю часть вот этого крючочка, чтобы она у вас была гладенькая, тогда будет замечательно. Так, идем дальше. Что же нам еще нужно? Цанга. Выбор цанг очень-очень большой, поэтому как бы из рекомендаций, на которые реально стоит обратить внимание, это 4 лепестка. То есть вот в ней должно быть 4 лепесточка, которые держит. Либо вы установите иглу, либо вы установите шило, либо вы установите крючок. И когда устанавливаете, проверяете, чтобы все это жестко, равномерно зажалось. Вот это отверстие у вас должно позволять вложить туда крючок, с которым вы работаете, потому что может быть большое и может быть маленькое. То есть еще такой момент, проверьте, когда вы приобретаете цангу, чтобы эти лепестки плотно сложились воедино и была возможность установить ваш крючок 1,2 или 1,4. Также в цанге огромную роль для удобства играет вот эта вот эргономика, когда есть возможность уложить
свои пальчики в работу, потому что крючком вы будете пользоваться в разных направлениях. И когда оно эргономически лежит в руке, это добавляет комфорта. В процессе прошивки вы будете руку иногда смещать очень близко к основанию, и наличие вот в этом месте каких-то дополнительных приборов, шурупчиков, болтичков, гаечков, либо вот как на картинке показано шпульки, в принципе неудобно, это некомфортно. Вы упор делаете на вот эту часть, а здесь, значит, какой-то болт. Поэтому здесь я не советовала бы вам. Это то, что касается цанги. Ножницы, наши любимые ножницы. И говорить, что Китай это ерунда, я бы сейчас не говорила. Китай Китаю рознь. И можно иметь хорошие китайские, вот они идут сапожные в основном, вот с такой оплеткой. Хорошо, когда есть и закругленные носики. В основном, если вы работаете на тапочках и часто используете небольшой толщины листовые материалы, то есть сделать вот эти повороты по выкройке следа очень удобно. То есть вы в одну сторону завернули, потом ножницы поменяли, выпуклость разрезали, теперь вогнутость. То есть они очень удобны. Ну и зубчатые в том числе, когда вам необходимо что-то вырезать, даже ту же кожу какими-то зигзагами, особенно интересно смотрится уже если вы работаете там затяжной, вы или используете у себя в изделиях вкладные стельки. Это те стельки, которые можно убрать, постирать, положить. Там вот эти зубчики, конечно, играют и эстетику, и плюс функционал. Они очень вырезанные с такими ножницами кромки, очень комфортно ложатся в стельку внутри самой обуви. Ну и, конечно же, острота носиков. Тут уже говорить не приходится. Что-то нужно обязательно подрезать. Когда не работает носочек, вот эта носиковая часть, это доставляет нам, это делает нам нервы. И, конечно же, разделить ножницы по виду деятельности или хотя бы определить, вот эти ножницы у меня работают только по войлоку, остальные бумага, ткани, все остальное. Войлок специфичный материал, он режет, он тупится и тупится часто, и, скорее всего, вам нужно будет менять их или производить на заточку. Допустим, раньше я очень часто носила на заточку, был мастер, заточку делает мастер тот, который работает с маникюрными и парикмахерскими ножницами, то есть это не тот дядя Коля, который там сидит на велосипеде крутит. Это точильный тот камень, и вы можете там заточить. Нет, это должен точить специалист. Так, идем дальше. У нас еще есть нитки, но нитки в видео определилось. Тут единственное, что хочу как бы сказать, что плетеные, то есть наш вот этот плоский шнур намного комфортнее в работе, удобен в подошве, когда он при эксплуатации, чем скрученные нитки. Скрученные постоянно крутятся, извините, крученные все время скручиваются, когда ты ведешь шов. Вот ты его там пока перебросил, пока перетянул, смотришь, у тебя уже здесь узлов. То в плетеные это намного комфортнее производить. Плетеные также лучше ложатся в самом шве. И когда уже позже идет эксплуатация, то вот этот плетеные нитки, они немного подвижнее,
в самой подошве, что не создает такого напряжения и не рвет материал подошвы. То есть, когда вы ведете шов, вы его там затягиваете. Здесь, конечно, очень аккуратно не перетягивать его. И тогда у вас прошивка будет дольше носиться, будем так говорить. По воскованию, восковые и не восковые, хочу сразу сказать, что использование в нашем деле восковых ниток – это миф. То есть воск используется в нити, в обувной нити для скольжения. Не от того, что оно там предотвратит промокание или войлок у нас там не будет промокать, или подошва будет дольше. Просто воск вы использовали ранее в креплении рантовым способом, когда там двигаются рант отдельно себе, заготовка отдельно, и вот это добавление, уменьшение трения, скольжения давал этот воск. Для нас это, ну, как бы не нужен абсолютно. Маркировочные стержни. Здесь вот мне Элеонора, наша коллега из Америки, прислала видео, прислала фотографию, попросила опубликовать, понимая то, что это поможет валяльщикам англоязычным найти по картинке. Я свои видео перевожу, добавляю субтитры немецкие, английские, то есть вы можете советовать их без проблем другим своим знакомым, кто знает только другой иностранный язык. И она попросила опубликовать. Для себя же я скажу, что да, маркировочные стержни при раскрое – это очень такая важная штука, особенно когда ты работаешь по коже, и там нужно тонкую линию маркировки, выкройки произвести. Сразу ну-ну-ну скажу, чтобы шариковая ручка ушла с вашего стола, как вы только начинаете работать с кожей, с войлоком и маркируете. Вот маленькая-маленькая такая капелька, оставшаяся на пальце, которая каким-то случаем перейдет на раскрой кожи, и вы потом будете работать с клеем, и это пятно просто будет здоровым таким, что от растворителей, и вы от этой пасты уже шариковой никуда не денетесь. Поэтому шариковую ручку убираем, а вот маркеры оставляем. Они сейчас есть разного вида. И водоотталкивающие, и не водоотталкивающие, и убирающиеся под теплом, то есть феном теплым подул или утюгом провел, и они исчезают. Я бы вам рекомендовала иметь темный, светлый, потому что иногда проекты либо кожа темная ты обводишь и не видно темный маркер, значит ты используешь светлый, либо по войлоку там меловые или не меловые вы используете. Но если говорить по войлоку все маркировки, вот я использую обычное мыло. Вот люблю я его не могу. То есть обычный маленький такой обмылок, который иногда затачивается с двух сторон, обтачивается канцелярским ножом и маркируется. Ну, здесь я люблю, не могу. А по коже, конечно, использую нормальный маркировочный стержень конкретно для кожи. Так, про кисточки, лопаточки, то, что мы наносим. Ну вот оптимально, конечно, иметь, допустим, их несколько. Раньше я как-то так 1-2 проекта замузюкалась и выкинула. Либо потом я их храню, а потом одним махом все там 10 штук перемыла. В растворителе они постояли час, расквасились, и я их тогда помыла. Синтетика, да, Forever, когда вот эта синтетическая часть. Вот это для меня, допустим, широкая очень кисточка, около сантиметра. Любименькие это вот около 7 ширина и синтетическая. Вот.
Использовать лопатки, да, если вам удобно, да, если вы их, допустим, вы специализируетесь на тапочках, вы подшиваете кожей, ставите подошву из листовой кожи, там лопаточкой работать лучше, экономней, то есть силиконовые такие типа шпателечки, вы очень тонко размазываете, но этой лопаткой практически невозможно работать по войлоку. Поэтому по коже да, по войлоку как бы не очень. Еще здесь такой есть нюанс. Одно время было популярные такие лейки для клея, чтобы удобно там и кисточку ставить, и клей как бы под рукой, то мне не зашло, вам, может быть, удобно будет. Попробуйте, но это не повлияет на качество установки подошвы к вашей войлочной заготовке. Вот, фен тоже такой важный инструмент, который желательно, чтобы он у вас присутствовал, когда вы устанавливаете. Не обязательно он должен быть строительный, не обязательно он должен быть навороченный, как космический корабль с миллионом кнопок, жидкокристаллическим дисплеем, нет. 2 положения, 3 положения, чуть сильнее струя, чуть меньше струя. По градусам струи все равно мы регулируем высотой поднятия клея, прогрев той поверхности, на которую направлена струя. Поэтому если у вас дома бытовой парикмахерский фен вполне мощный, сильный, вы можете его использовать. Да, когда он имеет регуляцию потока, чуть сильнее, чуть делает, чуть слабее, да, это хорошо. И при фене, конечно, еще раз напоминаю, это будет не лишним, техника безопасности. Вот это как бы самое-самое важное. Ну вот, пожалуй, наверное, и все то, что нужно было держать у нас в арсенале у обувщиков. Если что-то забыла, пишите в чат, значит, обсудим дальше. И мы тогда идем к следующему нашему вопросу. Значит, какую бы мы подошву ни ставили, каким бы способом, каким материалом бы мы не придумали заняться по установке подошвы, всегда смотрим вот на 4 пункта, которые мы должны осмыслить. То есть нам нужно подготовить войлочную заготовку, подготовить материал подошвы, произвести склейку по инструкции или как, и сделать прошивку. И тогда ваш шов, ваш вот этот союз, когда вы их пожените, войлок и подошву, будет крепко-крепко держаться вечно. То есть подготовка войлочной заготовки, что мы там можем сделать? Очень часто вот эта волосистость, которую дает биркшаф на тапочках, на чунях, допустим, если мы там сапоги делаем с более такой мягкой, меньшей микронности, то там такого ворса не будет. А вот с биркшафа, ну, слегка побрейте, тогда клей лучше ляжет на сам войлок, он лучше будет тогда держаться с подошвенной частью. Подготовка материала подошвы. Здесь вы смотрите, нуждается ли он в шершавливании, нуждается ли он в обезжиривании. Например, ваша подошва долго-долго ждала своего часа и лежала где-то в коробочке на чердаке, и вы ее достали, она вся в пыли. Ну да, следовательно, ее следует обезжирить. Если вы склеиваете, то вы смотрите, что вы за клей взяли, с каким материалом работаете, то есть оцениваете здесь
сам тот факт, тот случай, с которым вы конкретно в проекте работаете. И, соответственно, прошивка. То есть вы должны понимать, какую нитку вы берете, для чего, как затягивать. И вот здесь вот, допустим, я вам... Так, стоп, а где ж уже тут... Извините, потерялась, не могу найти. Один момент был какой-то, один у меня слайд. Так, ага, вот он. Нашла. Извините. Так, то я вам подготовила несколько видео, которые вам помогут вот эти моменты все осознать, то, что вам нужно по установке на подошву, как ее немножко подготовить, как ее произвести. И рассматривая вот это видео, они все выложены в свободном доступе на канале, и вы можете просмотреть, многие уже смотрели, потому что я их выставляла вот вчера, позавчера. В процессе записи эфира я вложу прям ссылки на эти минутки, когда будет. Здесь я хочу особо уделить внимание при прошивке подошвы, когда у вас крючок рвет нитку, обратите внимание на натяжение нити, то есть какое усилие вы делаете. Я пыталась посмотреть, какое же видео выложить именно на прошивку подошвы, потому что во всех моих мастер-классах есть тот момент, когда пришивается подошва. Но считаю, что вот в этом видео, когда делались эти Оксфорды, я уделила внимание именно на натяжение по каждому этапу этой нитки. Дальше. Игла для ручных швов. Как выбрать, как работать, два вида шва. Игла, работаю, наверное, с первого года своей деятельности. Я ее искала для себя, нашла то, что хотела. Все свои мелкие, мелкие это тапочки, чуни, где только можно, допустим, кожаную подошву поставить, я все пришиваю ей. То есть, вот, допустим, под рукой у меня маленькие детские. То есть это все прошивка этой иголкой. Очень удобно, комфортно. Кому-то зайдет, кому-то не зайдет, не вопрос, я здесь не навязываюсь. Очень удобно по коже делать швы, когда уже подготовленные дырочки, там вообще как по маслу идут. И канавка для шва прошивки подошвы. Это вот один из разборов, которые мы будем дальше еще сейчас в вебинаре озвучивать. Посмотрите, очень полезное, потому что производители стремятся за модой, они делают шикарные подошвы, но иногда подошва с вот этими такими модными наплывами, с модными геометрическими кромками ставит нас в тупик, чтобы мы красиво могли ее пришить. И производство такой канавки поможет реально в каких-то местах даже функционально эту кромку подошвы к войлоку приблизить, сцепить. И, в принципе, даст нам эстетику, когда мы видим, что такая красивая подошвочка ведется с таким красивым элегантным швом по определенной линии, он утопленный. В общем, рекомендую. Так, идем дальше. И теперь вот мы сейчас разберем немножко полеты, те, которые поздно или рано проходит любой валяльщик, который занимается валянием обуви. Всегда возникают вопросы, и эти вопросы ты все равно решаешь как первый раз, когда у тебя новый проект, ты видишь эту подошву, видишь свою полученную заготовку, и какой бы у тебя опыт ни был, большой, маленький, средний, либо ты работаешь только на одном материале, и все равно ставится тупик. Вот как с этих тупиков
имея какие-то определенные лайфхаки, ты можешь выйти из ситуации. Сейчас вот разбираем про тапочки, например, и если мы работаем с листовой кожей, у нас очень часто задается потом вопрос, вот я там походила, а у меня там истерлись нитки шва. Сказать, чтобы у меня был часто такая обратная реакция от заказчика или от моих родных, у меня не было. Да, были, допустим, запросы от моего брата, который там 3 года отходил в тапочках, и именно в носочной части подтерлись нитки. Но факт тот, что учитываем, что у него лапа 47-го, и он в этих тапочках выходит на бетонную террасу. Вот. И стирание, если мы ходим, допустим, по паркету ламинату, это одно. Если мы выходим в тапочках, подшитых кожей, на асфальт, бетон или куда-то в огород, это другая ситуация. Поэтому, если мы, допустим, сможем вот этот шов приподнять наверх, то и проблема уйдет. То есть можно сделать раскрой той же кожи, добавить где-то сантиметрик в носочной части, в пяточной, добавить 1,5 и установить уже ее на заготовку, приподняв этот шов наверх. Чтобы вам удобно было делать вот это вот прилегание, когда, мы же понимаем, да, что здесь у нас в носочной части, когда будет вырезана деталь, она увеличится свою кромку, и чтобы загнуть ее, вот тут у нас будет проблема. Поэтому, когда вы вырежете, пробьете дырочки либо просечником, либо другим инструментом, подготовите ровненько для шва отверстие, просто провяльте, промочите в холодной воде. Прям под кран кожаную заготовку вы ложите, и вот так вот прям под краном с водой вы ее мочите. Любая кожа обезжиривается, прожиривается, она в жиру. Вы увидите, либо у вас быстро-быстро все это вода намокла, либо она у вас стекла. Аллочка, я все кожаные заготовки пропитываю касторовым маслом. Это, скорее всего, после, не перед прошивкой, а после. Если можно, поясните, для чего вы это делаете. Скорее всего, чтобы потом у вас кожа имела более долгий срок эксплуатации. Скорее всего, так. Возможно, хорошая штука, согласна. Но я сейчас говорю как избежать вот этой волны, чтобы можно было загнуть край. И когда у вас кожа мокрая, она может полежать 5-7 минут, она станет такой вахловатой. И вот тогда с этой кожей можете делать, что хотите. Вы ее тянете, она подтягивается, и без проблем, выдавив носочную часть и пяточную, вы уложите наверх. И поэтому нитки не будут контактировать с поверхностью стирания и замечательно будут ходить. Дальше еще есть неровное прилегание листа кожи. Вот это вот, когда мы приклеиваем, то вот кожа должна быть промазана клеем одинаково. Если не проклеивается, тогда будут какие-то вздутости, какие-то пустые места, и в процессе эксплуатации кожа будет усыхать. И вот, Аллочка, скорее всего, ваша кожа, так, водоотталкивающие свойства, а в подшиве кожи тоже увлажняю водой. Супер! По совету Аллы используйте пропитку касторовым маслом, обрабатываете кожу, тогда кожа имеет водоотталкивающее свойство, а при прошивке кожи тоже увлажняйте водой. И будет вам счастье, когда наверх поднимется именно шов, и он не будет истираться. Так, идем дальше. Спасибо, Алла.
Так, теперь у нас бывает очень-очень часто, когда у нас подошва недостаточно подходит к нашей заготовке, то есть, ну, по сути, к нашей колодке. Да, вот мы колодку подогнали, имеем такие проблемные места, учли там и шишечки, и носочек, все это дело сделали на колодке, ставим на подошву, а подошва у нас та, которая подходит по дизайну, вроде размер подобрался, и все, и мне она нравится, но есть некоторое но. Так вот, видоизменения подошвы прогревом могут закрыться некоторые вот эти но. Вот серая подошва, которая стоит вертикально, вы увидите ее в видео, на которое я ссылалась, где мы делали канавку. На ней мы делали канавку, но на ней мы еще провели некоторые видоизменения. Право-лево, я не знаю, как передаст видео. На другой фотографии видно, что насколько была больше, и мы сделали меньше. Соответственно, где 41-го было больше, стало меньше. То есть вот эти все моменты можно ввести в свою практику, если у подошвы есть губа. И вот эта губа позволяет немножечко скорректировать ее. Вы прогреваете основание, пока рука держит, вы вытягиваете материал или сжимаете. И это вам даст определенные плюшки уже в вашем проекте. Где есть неровное прилегание, вы можете точно так прогреть и вдавить. Очень часто, кстати, сейчас, ну, не буду, наверное, искать, есть подошвы, которые вот в этой плюсневой, вот в этой части подъема очень широкие, и их вот нужно прям туда вот придавить, чтобы сделать прошивку. Чуть-чуть прогреваете, поджимаете, и эта подошвочка конкретно ложится под вашу заготовку. Еще было в практике такое, что если кто летнее делал и имел опыт работы с подошвой, боже, как же, либерика. Либерика – это с такой широкой носочной частью, малюсенький такой каблучочек. Это летняя подошва, очень замечательно на балетке, на туфельке идет. Так вот, пучковую зону, там вообще нету бортика, то есть это вот летняя подошва без вот таких вот краев. Просто растянули, прогрев центральную часть в подошве. И вот таким образом мы растянули и увеличили пучковую зону. Вот здесь вот и наша колодка легла замечательно. Колодка у девушки была деревянная, такая вот еще из старых, тут немецких колодок, но тем не менее мы даже не только губу, мы растянули само тело. Так, поэтому тут можно поиграться, точно так, как форма носочной части, если не совпадает, можно ее точно так вытянуть в носочек, вытянуть либо более в плоскую вещь, то есть видоизменить, чтобы потом подошва легла хорошенько в заготовочку. Канавка для укладки шва особо не буду рассказывать. Вы посмотрите видео, красноречиво все расскажет. Просто пользуйтесь тем советом, которые там будут представлены, если вы имеете дело с вот такого плана кромкой. Теперь есть еще такая проблема, как швы режут материал. И очень часто эта проблема есть в подошвах вот именно эвовских, но эвовском именно литьевых, не из листов, а литьевых. Либо есть такая проблема в подошвах, которые облегченный ТЭП. То есть в ТЭП вводят очень много пузырьков воздуха, и он легкий, да, он комфортный, очень удобный, но ты начинаешь прошивать, и ты видишь, что чуть только затянул, нитка прям подрезается. Поэтому вот когда вы ведете шов, не затягивайте сильно нить.
Вот это серые ботиночки, долго искала фотографию, ну, плюс-минус нашла, как раз вот здесь вот надо мной. Если присмотреться, видно, что нитка только лежит на теле подошвы. В процессе хождения, когда нога раздвинет войлок, эти нитки тоже напрягутся, то есть расправятся и натянутся. И вот чтобы они в процессе этого натяжения не разорвали тело материала в подошве, не затягивайте сильно. Еще решит этот немного, ну не решит, а как бы даст хорошую предпосылку положительную к решению этому вопроса именно использование плоских ниток. И когда он ложится на поверхность своей площадью, то это хорошо сказывается. Если только крученная, капроновая, но это вот просто лезвие для подобного материала. Еще один такой небольшой лайфхак, который поможет вам пришить ровно войлочную заготовку на саму подошву. Это я сейчас говорю, если мы говорим о вертикали. Очень давно я не использую промазку клеем по всей поверхности подошвы, по всей поверхности войлочной заготовки. Достаточно, допустим, носочную часть пучковую, пяточную промазать, поставить, и она удержится. Нам, по сути дела, клей там нужен для вот этой вертикальности. Большую часть нагрузки по креплению и удержанию подошвы возьмет на себя шов. Второй момент, если бывают такие подошвы, особенно вот летние, когда у нас есть кромка, вы начинаете мазать клеем, потом этот клей вылазит наверх, кромка внизу чуть-чуть повелась войлочная заготовка, поэтому лучше какие-то 7 миллиметров до видимого нашего шва, прошивки шва, не довести клеем, нежели потом у вас над кромкой подошвы будет кусок клея на войлоке. И тогда возникает вопрос, как вот закрепить. Использую 4 закрепки, вот таких бантика, когда заготовка установилась вертикально, вы провели один шов, вот такая вот нитка в 20-25 сантиметров из тех же обрезков от других проектов, носок, пятка и пучки. И тогда вы можете шить ровно. Вы понимаете, что у вас есть вот такой участок, вы прошили, вы не перетянули налево, направо эту заготовку, и она у вас вот абсолютно ровненько села в лоток, в корыто подошвы. Все. И поэтому, когда вот есть такие проблемы, остается зазор между войлоком и кромкой подошвы, подошва немного великовата, и вам надо ее притянуть в каком-то месте конкретном. Наличие высокой губы в подошве тоже вот может повести заготовку. Можно использовать такую временную закрепку. И, наверное, самый такой вот проблемный вопрос, когда клей у нас попадает на войлок. Вот что же делать, Вот тут есть два пути решения. Есть два результата, которые вы можете получить. Или все будет классно, или все пропало, караул, катастрофа. Давайте мы вот этот момент немножко разберем. Во-первых, какого вида пляма у нас получилась, какого вида оказия произошла у нас с этим клеем. Если мы, допустим, приклеивали, намазали и тянули клей, и у нас вот здесь вот такая ниточка клея мягко легла на волосинки войлока. Вот с такой волосинкой ничего не делаем. Дадим ей засохнуть, и тогда мы просто ее счистим станком.
она у нас лежит на самих ворсиночках, в воздухе. И если вы начнете ее живую, когда она еще не подсохла, вытирать, вычищать, это однозначно весь этот клей уйдет вам в глубину войлока. Поэтому это один момент. Еще момент такой, когда этот клей реально упал на войлок, и он был жидкий, он был свежий, он моментально тогда вот просто как в сухую землю ушел, и тогда вот его нужно спасать, войлок, не клей, войлок спасать. И здесь время идет не в вашу пользу, значит, под рукой обычный спонж, растворитель, вплоть до того для жидкости, для снятия лака. Вы слегка пробуете спонжем, как реагирует шерсть, именно краситель шерсти вашей. Если все окей, в основном это окей, вы прям промачиваете и пытаетесь в теле войлока клей разжижить и вытереть тогда сухим. В основном это проходит, и тогда не остается ни пятна, ничего, все замечательно. Если у вас такой случай, когда озвучивала раньше, вы сделали отметку, намазали клеем, начали подошву устанавливать, подошва легла, должна лечь чуть-чуть наискось, и вот эта кромка намазанного клея у вас осталась в поле зрения. Здесь вы уже ничего не сделаете, и вам придется срезать, поэтому коль такое произошло, пытайтесь растворить ваш клей вот так вот спонжем. Возможно, если это меленькая, то есть буквально над кромочкой, вам ушные палочки с ватой помогут в этом деле. Прям макаете и зачищаете, убираете этот клей. Либо себя обезопасьте, сработайте на опережение, не доводите до линии, где у вас закончится подошва, клей. Отпустите миллиметров 7, сантиметр, сделайте ниже. У вас будет там шов, он возьмет на себя нагрузку. Но по итогу оптически у вас будет идеальная кромочка, идеальный шовчик и идеальный войлок. Ну вот, по сути, вот такой ответ я могу дать, Элеонора, на ваш вопрос, который вы задали в личной переписке. Вот удаление остатков клея. Либо все будет класс, либо все пропало. Ну вот, пожалуй, вот такие вопросы мы озвучились. О, мама дорогая, мы почти 1,5 часа в эфире. Я подожду немножечко в чате, потому что чат секунд на 20 опаздывает. Я буду, конечно, рада, что если все эти наши разобранные советы помогут вам, но никогда не бойтесь совершать ошибок. Никогда не испытывайте страха перед ними. Идите прям вот напролом, потому что в войлоке сделать ошибку практически невозможно. Она всегда исправляется. В процессе исправления вы можете придумать очень интересный дизайн, техническое решение, либо еще какой-то метод, способ, который воодушевит вас на что-то новое. Поэтому дерзайте, все получится, и я жду ваших следующих советов, возможно, вопросов, которые нужно озвучить нам в эфире, чтобы так вот встретиться, пообщаться и, соответственно, улучшить наш обувной войлок. Поэтому прощаюсь с вами, смотрю, в чате нету никаких записей. Огромное спасибо, что были со мной. А я с вами.